Мы осваиваем дальний космос и расщепляем атомы, но в строительстве человечество внезапно столкнулось с невидимым потолком. Самое высокое здание планеты, Бурдж-Халифа, замерло на отметке 828 метров уже более 15 лет назад. С тех пор ни один амбициозный проект не смог даже приблизиться к этому результату. Мы словно уперлись в магический барьер, установленный самой природой. Почему современная цивилизация бессильна перед высотой в 1000 метров? Что это за проклятие километра, которое превращает стройки стоимостью в миллиарды долларов в бетонные памятники человеческой гордыни? Сегодня на канале «Скрытый горизонт» мы разберем, какие законы физики запрещают нам жить выше облаков. Вы узнаете, почему обычный лифт или порыв ветра могут стать фатальными для конструкции весом в миллионы тонн. А в самом конце мы раскроем историю 3 легендарных попыток построить здания выше километра, которые закончились катастрофическим провалом. Готовы заглянуть за край возможного? Мы начинаем. Когда мы смотрим на небоскреб, наше внимание приковано к его шпилю, пронзающему облака. Но самая сложная и дорогая битва за высоту разворачивается не в небе, а глубоко под землей. Чтобы понять, почему километр – это предел, нужно представить колоссальный вес такого строения. Километровая башня из бетона и стали весит около 1 000 000 тонн. Для наглядности, это вес 100 тысяч слонов, сосредоточенный на относительно небольшом участке земной коры. И здесь в силу вступают законы физики, которые невозможно обмануть. Представьте, что вы ставите тяжелую металлическую гирю на праздничный торт. Даже если поверхность кажется плотной, под огромным давлением внутренние слои начинают сжиматься и расползаться в стороны. С почвой происходит то же самое. Под весом километрового гиганта даже твердые породы грунта начинают вести себя непредсказуемо, почти как жидкость или мягкое желе. Это явление называется деформацией основания. Если давление превысит критическую отметку, здание не просто даст осадку, оно начнет буквально тонуть в земной коре, наклоняясь в сторону малейшей пустоты или более мягкого слоя глины. Чтобы здание не превратилось в Пизанскую башню, инженерам приходится идти на невероятные ухищрения. В случае с Бурдж-Халифа фундамент – это не просто бетонная плита. Это сложнейшая система из 200 огромных свай, каждая из которых уходит вглубь на 50 метров. Это высота 15-этажного дома, скрытого под землей. Но самое интересное здесь то, что эти сваи не всегда опираются на твердую скалу. Они держат здание за счет силы трения между бетоном и плотным песком. Представьте, что вы сжимаете карандаш в кулаке. Он не падает не потому, что упирается в дно, а потому, что ваши пальцы крепко его обхватывают. Однако при попытке построить здание высотой в 1000 метров и выше, эта система трения перестает работать эффективно. Сваи должны стать либо в 2 раза длиннее, что технически почти невозможно из-за температуры и давления в нетрах, либо их должно быть так много, что они начнут мешать друг другу, ослабляя грунт. На глубине, необходимой для километрового небоскреба, строители рискуют столкнуться с подземными водами под таким давлением, которое способно просто вытолкнуть бетон обратно. Стоимость фундамента в таких проектах начинает расти не линейно, а в геометрической прогрессии, съедая бюджеты целых стран еще до того, как здание покажется над уровнем тротуара. Мы подошли к черте, где сама планета говорит нам: «Хватит, я больше не выдержу». Но даже если мы решим проблему с Землей, в небе нас ждет еще более коварный противник. Если у Земли мы ощущаем лишь бриз, то на отметке в 1000 метров воздушные потоки превращаются в невидимый таран. Скорость ветра здесь может быть в 3-4 раза выше, чем на тротуаре, и дует он практически постоянно. Для гигантской башни это означает колоссальные нагрузки, способные превратить чудо архитектуры в груду обломков. Главная опасность не само давление воздуха, а явление, которое физики называют вихревой дорожкой Кармана. Когда мощный поток ветра натыкается на стену небоскреба, он не просто обтекает его. Позади здания возникают завихрения, которые поочередно отрываются то с одной, то с другой стороны. Это создает эффект раскачивания.
Представьте, что вы ведете линейкой сквозь воду. Вы почувствуете вибрацию. С небоскребом происходит то же самое. Если частота этих вихрей совпадет с природным ритмом колебаний башни, наступит резонанс, и здание просто разрушится, как стеклянный бокал от высокого звука. Именно поэтому километровый небоскреб никогда не будет иметь форму простого прямоугольника. Чтобы выжить, зданию приходится буквально путать ветер. Посмотрите на Бурдж-Халифа. Его форма напоминает лепестки цветка, которые меняются и сужаются кверху. Каждая такая ступенька разрывает воздушный поток, не давая вихрям синхронизироваться. Ветер просто не понимает, как ударить по такой сложной мишени. Но при приближении к высоте в 1000 метров аэродинамика становится запредельно сложной. Чтобы гасить колебания, внутри зданий устанавливают инерционные гасители – стальные шары весом в сотни тонн на подвесах. Когда ветер толкает башню вправо, этот маятник уходит влево, компенсируя удар. Однако для километровой высоты вес такого противовеса должен быть настолько огромным, что он сам начинает угрожать целостности конструкции. Мы подошли к черте, где архитектура превращается в бесконечную борьбу с невидимым океаном воздуха. Но ветер – это лишь внешняя угроза. Внутри здания назревает кризис, который невозможно решить изменением формы. В погоне за километровой высотой архитекторы столкнулись с барьером, который нельзя объехать или перепрыгнуть. Это обычный лифт. Без него жизнь выше 10-го этажа теряет смысл, но именно подъемный механизм стал главной точкой отказа для сверхвысоких зданий. Проблема здесь кроется не в электронике, а в фундаментальных свойствах материалов. Главным врагом инженеров стал вес стального троса. Для понимания масштаба, сталь – крайне тяжелый металл. В обычном небоскребе лифтовые канаты работают исправно, но как только высота подъема превышает 500 метров, физика начинает работать против нас. На такой длине вес самого стального троса становится настолько огромным, что он едва удерживает собственный вес. Если попытаться запустить лифт в один заход на высоту в 1000 метров, канат просто лопнет в верхней точке крепления под тяжестью гравитации, даже без учета веса кабины и пассажиров. Этот стальной потолок диктует форму и логистику всего здания. В Бурдж-Халифа нет ни одного лифта, идущего с первого этажа до шпиля. Людям приходится делать пересадки на специальных небесных лобби. Для километровой башни таких пересадок нужно еще больше, а это колоссальная потеря полезной площади. Чтобы обеспечить движение тысяч людей, здание приходится буквально прошивать десятками лифтовых шахт. На нижних ярусах эти пустые бетонные колодцы съедают столько пространства, что для аренды офисов почти ничего не остается. Недавно была представлена технология Ультра-Роуп – трос из углеродного волокна. Он в 7 раз легче стали, что теоретически позволяет пробить барьер в 1000 метров. Однако стоимость такой замены астрономическая, а человеческий организм все равно остается слабым звеном. При скоростном подъеме на километр резкий перепад атмосферного давления вызывает у людей сильные боли в ушах и головокружение. Мы подошли к черте, где механика и биология объединились, чтобы остановить наш рост вверх. Но за проблемой перемещения людей стоит еще более сложная инженерная задача – снабжение этого гиганта водой. Когда мы говорим о комфорте в небоскребе, мы редко задумываемся, каким сложным путем вода попадает в кран на высоте сотен метров. Для километрового гиганта эта задача превращается в настоящий инженерный кошмар. Проблема в том, что вода – субстанция тяжелая. В обычном доме давления городской сети хватает, чтобы поднять струю до верхних этажей. Но если попытаться одним мощным насосом выстрелить столб воды на высоту 1000 метров, последствия будут катастрофическими. Физика неумолима. Давление у основания такого столба составит около 100 атмосфер. Этого достаточно, чтобы превратить стальную трубу в металлическое крошево, а любой бытовой кран в опасный снаряд. Ни одна стандартная сантехника не рассчитана на такие нагрузки. Чтобы здание не превратилось в серию неконтролируемых взрывов водопровода, инженеры проектируют систему вертикального каскада. Километровый небоскреб делится на автономные зоны по от 30 до 40 этажей. На технических уровнях располагаются гигантские резервуары и насосные станции. Вода поднимается поэтапно.
Сначала в баке на 30-й этаж, оттуда другими насосами на 60-й и так до самого шпиля. Фактически супернебоскреб – это 4 или 5 полноценных кварталов, поставленных друг на друга со своей независимой инфраструктурой. Поднять воду – это лишь половина беды. Спустить ее вниз – задача еще более коварная. Канализационные стоки, падая с высоты в километр по прямой трубе, набрали бы разрушительную скорость. Чтобы поток нечистот не выбивал унитазы на нижних ярусах, инженеры строят зигзагообразные системы гашения скорости и устанавливают вакуумные клапаны. Все эти баки, насосы и лабиринты труб съедают до 20% полезного пространства башни. Мы снова упираемся в тупик. Чем выше мы строим, тем больше места внутри занимают механизмы жизнеобеспечения, вытесняя самих людей. В 2013 году Саудовская Аравия бросила вызов всему миру, начав стройку здания, которое должно было официально пробить невидимый потолок и достигнуть отметки в 1000 метров. Джедда Тауэр задумывалась как новый центр цивилизации, оставляя Бурдж-Халифа далеко внизу. Архитектором стал Эдриан Смит, человек, спроектировавший дубайского рекордсмена и знавший все секреты сверхвысокого строительства. Первые годы работа шла невероятными темпами. Фундамент поглотил 1000 тонн бетона, а башня росла на 1 этаж в неделю. Но в 2018 году, когда здание поднялось на высоту 252 метра, стройка внезапно замерла. Официально это объяснили финансовыми трудностями застройщика, но инженеры указывали на неразрешимые логистические проблемы. Чтобы подать свежий бетон на огромную высоту в 50-градусную жару пустыни, нужны насосы, работающие на пределе физики. Любая задержка в пару минут превращала бетон в камень прямо внутри труб. Джедда Тауэр стала наглядным примером того, как амбиции разбиваются о реальность. На высоте четверти километра стоимость каждого следующего метра начала расти в геометрической прогрессии. Сегодня этот недостроенный остов стоит посреди пустыни, напоминая гигантское надгробие гордыни, которая не учла земные законы. Хотя власти недавно объявили о возобновлении работ, эксперты настроены скептически. Годы под палящим солнцем и солеными ветрами Красного моря могли необратимо повредить стальной каркас. Башня остается памятником проклятию километра, который так и не удалось покорить. Но Саудовская Аравия была не единственной, кто верил в магию цифр. Пока в Саудовской Аравии пытались победить логистику пустыни, китайская компания Broad Group решила доказать, что супернебоскреб можно собрать так же легко, как детский конструктор. Их проект под названием Sky City должен был стать настоящей пощечиной традиционной инженерии. Планы поражали воображение. Здание высотой 838 метров на 10 метров выше Бурдж-Халифа планировалось возвести всего за 90 дней. Для сравнения, дубайский гигант строился долгих 6 лет. Китайцы собирались использовать метод модульной сборки. 95% всех деталей дома должны были изготовить на заводе заранее, а на стройплощадке их оставалось лишь соединить между собой. В 2013 году в городе Чанша торжественно заложили первый камень. Основатель компании заявлял, что их технология не только самая быстрая, но и самая экологичная, а само здание выдержит землетрясение магнитудой в 9 баллов. Мир замер в ожидании. Неужели эпоха многолетних строек подошла к концу? Однако уже через несколько дней после начала работ правительство Китая приказало заморозить проект. Официальная причина – отсутствие разрешений на строительство, но эксперты видели в этом нечто большее. Власти и ведущие инженеры страны просто не рискнули брать на себя ответственность за безопасность стальной махины почти километровой высоты, собранной в такие сроки. Главный страх заключался в том, что никто в мире не знал, как поведет себя такой конструктор под воздействием тех самых вихревых потоков и резонанса, о которых мы говорили раньше. При малейшей ошибке в сварке одного модуля или просадке фундамента здание такой высоты могло сложиться как карточный домик за считанные секунды. Сегодня на месте, где должен был стоять Sky City, находится заброшенный котлован, который заполнился водой и превратился в ферму для разведения рыбы. Китайский эксперимент наглядно показал,
В погоне за скоростью нельзя игнорировать законы физики. Но даже этот провал меркнет по сравнению с проектами, которые предлагали другие страны. Проекты, где высота измерялась уже не метрами, а километрами. Если арабские шейхи и китайские корпорации боролись за сотни метров, то японские архитекторы в 90-е годы решили сразу замахнуться на километры. Самым безумным и детализированным проектом того времени стала башня Иксид 4000. Это здание должно было иметь высоту 4 километра. Это выше горы Фудзи. Внутри этой стальной пирамиды на искусственных островах планировалось поселить до 1 миллиона человек. Это был бы первый в истории человечества полностью автономный вертикальный город со своим климат-контролем, парками и транспортными магистралями. Однако инженеры быстро поняли, что проект Иксид 4000 – это не просто вызов архитектуре, а прямая атака на экологию планеты. Здание такого масштаба неизбежно начало бы влиять на климат в регионе. Огромная пирамида стала бы искусственным барьером для облаков, вызывая проливные дожди с одной стороны и засуху с другой. Но самой страшной проблемой стала разница в атмосферном давлении. Чтобы люди могли жить на верхних ярусах этой горы, здание пришлось бы делать полностью герметичным, как космическую станцию. Малейшая трещина в стекле на высоте 4 километров привела бы к мгновенной декомпрессии, превращая элитное жилье в смертельную ловушку. Стоимость проекта оценивали в фантастические $900 миллиардов, сумма, превышающая бюджеты многих развитых стран. Японские утопии показали нам важную вещь. Построить гигантскую конструкцию теоретически можно, но создать в ней условия для нормальной жизни человека практически нет. Никакие технологии не заменят нам привычный состав воздуха и естественное давление. Проект Иксид 4000 навсегда остался на бумаге, став финальной точкой в мечтах о сверхвысоких городах. Мы осознали, что небоскребы выше километра – это не про жилье, а про чистую демонстрацию силы. В мире больших строек существует термин, который заставляет нервничать даже самых богатых инвесторов – индекс небоскребов. Это странная, но пугающая закономерность. Возведение самого высокого здания в мире часто совпадает с началом масштабного экономического кризиса. Но даже если забыть о мистике цифр, сухая математика говорит нам, что строить выше километра – это чистое безумие с точки зрения бизнеса. В обычной недвижимости работает правило: чем больше этажей, тем больше прибыли. Но после определенной отметки эта логика ломается. Главная проблема сверхвысоких зданий – это резкое снижение коэффициента полезной площади. Представьте, что вы строите башню высотой 1000 метров. Как мы уже выяснили, вам нужны сотни лифтовых шахт, гигантские насосные станции для воды, технические этажи для гашения колебаний и мощнейшие бетонные опоры. Все это занимает место. В итоге получается парадокс. Чем выше вы растете, тем меньше свободного пространства остается на каждом этаже для аренды офисов или продажи квартир. В зданиях-рекордсменах техническая начинка может съедать до 30 до 40% всего внутреннего объема. Стоимость обслуживания такой махины растет не линейно, а в геометрической прогрессии. Помыть окна в километровом здании – это сложнейшая экспедиция, занимающая месяцы. Система кондиционирования должна работать на пределе возможностей, чтобы компенсировать разницу температур и давления. В итоге цена 1 квадратного метра в таком облачном офисе становится настолько астрономической, что его почти невозможно окупить. Большинство современных супернебоскребов – это не коммерческие проекты, а трофейная недвижимость. Они строятся не ради денег, а ради имиджа страны или конкретного шейха. Это памятники амбициям, которые живут за счет государственных субсидий, потому что рыночная экономика просто не в силах их прокормить. Мы достигли точки, где строительство выше от 800 до 900 метров превращается в сжигание миллиардов долларов ради строчки в книге рекордов Гиннесса. И история знает немало примеров, когда эта гонка за престижем заканчивалась оглушительным крахом. Так увидим ли мы когда-нибудь здание, которое официально перешагнет отметку в 1000 метров? Технически человечество уже вплотную подошло к этой возможности. У нас есть сверхлегкие углеродные тросы.
самоуплотняющийся бетон и компьютерное моделирование, способное предсказать поведение каждого вихря на высоте птичьего полета. Однако реальность такова, что строительство небоскребов-километровиков сегодня – это не вопрос инженерного гения, а вопрос экономической целесообразности и здравого смысла. Природа установила свои фильтры. Гравитация делает фундаменты запредельно дорогими. Ветер превращает архитектуру в сложнейшую головоломку, а физиология человека ограничивает скорость нашего перемещения по вертикали. Небоскребы выше километра остаются территорией чистого престижа. Это проекты-символы, которые призваны продемонстрировать мощь экономики или амбиции правителей, но они редко становятся удобными местами для жизни или эффективными бизнес-центрами. Мы научились строить высоко, но при этом осознали, что на определенном этапе каждый новый метр начинает работать против нас, съедая ресурсы, время и пространство. Возможно, истинный прогресс будущего будет заключаться не в бесконечном росте вверх, а в создании умных, экологичных и соразмерных человеку городов, где высота не будет самоцелью. А что думаете вы? Стоит ли человечеству тратить миллиарды долларов ради того, чтобы просто побить очередной рекорд? Или эти ресурсы лучше направить на освоение океанов и других планет? Хотели бы вы проснуться в квартире на 100-м этаже, зная, что над вами еще 300? Напишите свое мнение в комментариях. Нам важно знать, что вы думаете об этом вертикальном вызове. Если вам было интересно узнать о скрытых трудностях мегастроек, ставьте лайк и подписывайтесь на канал «Скрытый горизонт». Впереди нас ждет еще много историй о том, как реальный мир бросает вызов самым смелым мечтам человека. До встречи в новых выпусках.